Чтоб вы понимали, сейчас 6 часов вечера, а я вместо того, чтобы лежать на диване и залипать какие-нибудь видосики, пытаюсь заснять видео. Ну, просто нечего делать. У меня сейчас на животе штатив, и одной рукой я его придерживаю, просто чтобы камера была в таком ракурсе. Я без понятия, куда мне ее еще запихать, чтобы она стояла именно вот так. Ну, как есть. Это мое первое видео в подобном формате, и я, если честно, без понятия, что мне вообще говорить и как я буду это говорить, но я попытаюсь. Мне уже давно хотелось заснять какое-то видео на рисовательную тематику, ведь я уже много лет занимаюсь рисованием. Ну и как бы странно, что я не снимаю ничего по подобной теме, хотя постоянно рисую, буквально чуть ли не каждый день. Ну так вот, это будет обзор старого скетчбука. Вот, вы его можете перед собой сейчас видеть. У меня таких 3 одинаковых, но это, наверное, самый первый. Ну, не вообще самый первый мой скетчбук. Я его потом когда-нибудь покажу, если захотите. Там очень весело все. Но это первый мой именно такого формата, такого вида. Вот. Ну, я попытаюсь как-то смешно комментировать свои работы, как-то пытаться их описывать. Я не знаю, почему мне вообще захотелось заснять это именно вот так, где я в режиме реального времени буду его листать, но ведь можно было просто прикрепить картинки, поставить какой-нибудь красивый, я не знаю, на фон пиксельную сакуру, но мне захотелось вот так. Давайте пробовать, что ли. Ну что ж, пора уже его открыть, я думаю. Прошло уже несколько минут с начала ролика, я думаю, вы все этого ждете. Ну, если кто-то вообще это смотрит. Надеюсь. Открываем. Что мы видим? Мы видим какую-то девочку, которая сидит в какой-то позе Спайдермена. Ну, это не просто девочка из головы, это как бы мой персонаж, это хуманизация моего персонажа. Чтобы вы понимали, сам персонаж выглядит вот так. Я где-нибудь прикреплю его изображение справа или слева, не знаю, ну вы увидите. Они вообще не похожи, абсолютно. У них ничего общего, кроме цветов разве что. Но в моей голове представлялось, что она, а точнее он, тогда мой персонаж был бесполым, не знаю почему, видимо, мне было так сложно определиться, мальчик это или девочка, но при этом хуманизация была в виде девочки, ну да ладно, логика, железная логика. Мне почему-то казалось, что она должна выглядеть именно вот так. У меня тогда еще был дикий фанатизм по Яндере-симулятору, так что, я думаю, немного заметно, что они похожи. Дальше мы можем видеть того же персонажа, ту же девушку, которая убивает другую девушку. Да-да-да, мне очень нравился Яндере-симулятор. Без понятия почему. А еще идея взята из какого-то арта из интернета. Да. Я себя осуждаю за это. Ну, больше мне нечего сказать по поводу этой работы, давайте дальше. Дальше уже идет сама Кора. Да, ее зовут Кора. Она стоит с каким-то ножом, потому что она киборг-убийца. У нее почему-то торчит сердце и ребра. Видимо, она с кем-то махается. Вот она такая боевая. Несмотря на то, что в старом дизайне у нее совсем нету мышц, она умудряется с кем-то драться. Дальше идет какая-то девочка. Я не знаю, кто это. Я, если честно, вообще не помню этого персонажа. Ну, видимо, это просто девочка.
просто какая-то девочка с луком. Опять Кора. У меня тогда была дикая гиперфиксация на этом персонаже. Она была моим самым любимым персонажем. Это опять же срисовка. Я себя снова осуждаю за это. Мне особенно нравится, как красиво и детализированно прорисованы зубы, вообще рот. А сам персонаж, на ней никакой светотени, она вообще не объемная по сравнению с ртом. Вот рот прям прорисован на уровне вот этих артов. Опять Кора в каком-то костюмчике с мечом. Крутая, боевая, мне нравится. Да, сегодня будет очень много Коры. Да, в обычном состоянии, когда она не злая, у нее фиолетовые глаза. Еще у нее есть крылья. Она может каким-то магическим образом их скрывать и показывать. Опять Кора в виде человека с мечом. В принципе, мне было лет 13-14. Нарисовано неплохо, мне нравится. Вот это, конечно, отдельная фигня. Это тоже один из моих персонажей. Это Ричард и его девушка. Да, его девушка-робот. Да, как Планктона из Спанч Боба. Да, именно так. Именно то, о чем вы подумали. Они даже похожи. Если я буду когда-нибудь рассказывать отдельно про своих персонажей, я упомяну его историю. Она довольно интересная. Опять Кора с мечом. Мне тоже нравится этот арт, он неплохо сделан. Тут даже есть какая-то светотень. Ну да, неплохо. Опять Ричард, его девушка, слушает музыку, и они коты. Да, еще мне очень нравились коты. В детстве у меня был фанатизм по котам-воителям. Я думаю, у многих был такой период. Боже, за что? У меня нога затекла, потому что я сижу на ней. Очередная анимешная девочка. Ну, это, кстати, реально существующее существо. Это моя кошка, ее зовут Катрина. И вот она видит человека. Какой-то дурацкий комикс. Я на самом деле помню, по поводу чего, что вообще стало основой этого маленького комикса. Но я не хочу это рассказывать, потому что это очень тяжелая история. Поэтому давайте дальше. Дальше Кора сидит в кресле, снова со своим светящимся инопланетным мечом. Мне в то время очень нравился этот арт, прям безумно. Вот поза получилась прям такой, как мне хотелось тогда. Ну, сейчас, конечно, я рисую по-другому, и этот арт выглядел бы получше, но на то время это был прям мой пик совершенства. Ну, совершенство по моим меркам. Дальше идет какой-то жук. Историю по поводу него, по поводу его создания я тоже помню, почему мне захотелось это нарисовать. Но она тоже довольно кринжовая, поэтому давайте думать, что это просто такой дизайн персонажа. Кстати, довольно неплохой. Это опять Кора. Она тут довольно милая, с кошачьими ушками, но стандартный анимешный арт того времени. Это еще один мой персонаж. Да, он глючит, ему нормально. Он без печеньки и глючит. Все окей. Это какая-то кошка-паучиха.
Да, все мои персонажи того времени были кошками. Это, кстати, мне тоже нравится. Тут много довольно неплохих артов. Мне казалось, будет хуже. Дракон. Просто дракон. Что еще сказать? Кора в какой-то анимешной форме. Ну, миленько. Кора в виде кошки с очень страшным взглядом. Если вкратце, то у этого персонажа нет эмоций. Ну, не прям буквально нету. Она просто... Ну, она очень пассивная. Она скорее эмоции не выражает. Это связано с ее историей. Если буду рассказывать про нее подробнее в каком-то видео, то расскажу, почему она такая. Кора в виде дракона. Черные детали, кстати, нарисованы угольным карандашом, потому что тогда просто черные карандаши у меня закончились. Это был мой самый используемый карандаш, поэтому он всегда был самый короткий, он еще, как назло, все время ломался, поэтому вот так. Очень миленькая Кора с тортиком и ножом. Ее взгляд не внушает доверия. Ну, все. Если вам понравится, я могу сделать вторую часть. И если кто-то вообще будет это смотреть, напишите, как мне лучше делать. Просто показывать рисунки, минимально комментирую. Или лучше прям подробно рассказывать там про персонажей, про истории создания, если вам будет это интересно. Ну, а на этом все.